пойду работать в магазин какой-нибудь, где нужно по минимуму английского и подтягивать английский. Всем привет! Добро пожаловать на наш подкаст «Лондонские сплетни. Откровенно и смешно». Мы ваши ведущие Ольга и Лиза. Да, и сегодняшняя тема у нас просто огонь. Мы будем сравнивать переезды 20-15 лет назад и недавние переезды. Старожилы против молодых экспатов. Да. Мы с Олей переехали достаточно давно, а вот наша героиня буквально несколько лет назад. Но начнем с нас. Какая твоя была история? Ты переехала почти 20 лет назад. Юбилей у тебя случился Да, в этом недавно. году у меня был юбилей, 20 лет. В феврале 2004 году я переехала. С чем пожаловала сюда? С чемоданом. Одним, да? Одним чемоданом, да. Я не собиралась оставаться. Меня мой бойфренд пригласил пожить какое-то время у него, подучить английский, потому что у меня не было на тот момент работы в Питере. Как он думал, на самом деле я обманула и сказала, что меня уволили. Вот, приехала сюда, начала учить. И сразу такая, я не остаюсь. 20 лет так говоришь. Английский, начала учить английский в колледже, как и все люди, которые приезжают сюда, большая часть. И осталась. Продлялась виза за визой учебная, потом стала партнерская, а потом я получила гражданство. Заняло это у меня 2004 8 лет. На тот момент это было все проще. Долговременный роман с этим городом. Да. И обратно или в какую-то другую страну тебя не тянет. Долговременный роман с городом, но, к сожалению, не с бойфрендом, которого я переехала. Тебя в этот город завез. Да. Пока что у меня нету вообще желания никуда переезжать. И когда я переехала, я просто поняла, что вот это вот мое. Может быть, потому что я из Питера, и мне подходит погода, климат. Пабы. Фу! Бяка, брось. Это был один из моих аргументов к моему переезду, понимаешь? Поэтому я знаю, что многие, например, на моем потоке, они приезжали учить английский, у них была возможность остаться, но они уезжали обратно, говорят, ну, нет, не мое, я тут только за английским, повышение квалификации, смогу работать в international компании, но я возвращаюсь. У меня такого чувства никогда не было. Я просто вот приехала, вот мое. У меня ассимиляция прошла вот прям... Незаметно. Не то, что незаметно, ее не было. Для ассимиляторов. Ну, а ты как? Так, был далекий 2011 год. Приближалась Олимпиада. Я приехала на Олимпиаду. Те, кто уже родился в том году, в 2012, помнят, что это была Олимпиада в Лондоне. Прекрасное вообще совершенно событие, не сравнить с предыдущей Олимпиадой. Поэтому все лондонцы оттуда уезжали из этого Лондона, чтобы, не дай бог, с Олимпиадой не встретиться. Я приехала, и я делала репортажи из Олимпийской деревни. Это была супер классная вообще позиция и работа. Но спортсмены все убежали, а вопросики остались. Я решила, нет, вы бегите себе, а мне здесь очень сильно нравится. В Лондон я влюбилась еще до того, как в нем побывала первый раз, потому что как-то я воспитывалась все время с этими Энит Блайтон, Шерлок Холмс и Гарри Поттер, все это вместе. А потом нужно было решать действительно визовые вопросы, находить работу в английских компаниях, потом открывать свои бизнесы и так далее, и так далее, и так далее. Ну, в общем-то, люблю. Тоже твой город. Семечек куплю. Да. Мой на 100%. А на пенсию в Испанию там? Возможно. Потому что я как человек все-таки близкий к реальности скажу, что в этом городе я вижу много минусов. Но в основном они появились тогда, когда у меня уже появилась семья и дети. Потому что начали всплывать такие моменты, которые... О которых ты раньше не думала. Да, сознание, когда ты здесь студент или там single professional, ха-ха-ха, хо-хо-хо, а потом такой, здравствуйте, счета, билы, и дальше поехали. Но история сегодня не про нас. Да, у нас есть Виктория, которая переехала сюда... Около 2 лет назад. 2 года назад. Рассказывай, почему выбор пал на Лондон, на Англию, на Лондон
Именно. Почему не другие города в Британии, почему не какие-то другие страны? Да. Всем привет. Спасибо, что пригласили. У меня история такая не совсем стандартная, наверное. Я жена программиста, переехала сюда за мужем. Совсем нестандартная история для Лондона. Ну, да, более чем стандартная. Да. Обычно просто, вот как вы, то есть по работе приезжаю. Это наша волна миграции, у вас другая. Хорошо. Ну, я не в курсах, как там. То есть мой муж получил здесь работу, пригласили его сюда, и, соответственно, его компания нашу семью сюда перевезла. Выбора у нас как-то не то чтобы не было, но мы выбирали либо Лондон, либо какие-то в Европе были варианты, но, конечно, из всего этого Лондон показался более приемлем, более хорошим. А более хорошим в каком смысле? Какие были факторы принятия решения? Как-то даже не то чтобы... мы, конечно, сравнивали там по стоимости, по все. То есть мы знали заранее, готовили, что тут все очень дорого. Но это Лондон. Я не знаю, как это сказать. Как это? The capital of Great Britain, да? То есть это мировая столица. Ты там, не знаю, что там с Нью-Йорком может только сравниться, что если... Поэтому, когда есть возможность пожить в Лондоне, нам показалось это неразумно отказываться от этой возможности. Тем более всегда можно что-то поменять и переиграть в другую сторону. Быстро ли вы приняли это решение? Это был какой-то порыв? Это было очень быстро, да. И как-то у нас не было даже какого-то сомнения, что стоит ли, может быть, нет. И когда только появилась эта возможность, конечно, сразу прыгнули конечно, на это предложение, да? Да. А ты помнишь свой первый день в Лондоне? Ощущения? Да, я помню. Как только мы приземлились после самолета, во-первых, мне показался очень-очень вкусным воздух. Я понимаю, что просто мы очень долго летели на самолете. И ты изголодала. Да, там сухой воздух, а здесь он очень-очень влажный. И мне это так мне было хорошо и так приятно. Думаю, боже мой, что вообще происходит? Она вдохновением. Вот. И на следующий день, когда мы поехали гулять в центр города... То есть не разбирать чемоданы, а сразу гулять? Конечно. С маленькими детьми? Да, с маленькими детьми. Мы первые пару дней жили просто в отеле, поэтому чемоданы еще не разбирали и поехали гулять. Да, и... соответственно, это был ноябрь, и это был очень-очень теплый день. Не сравнить с тем, что у нас сейчас ноябрь и там снег идет, да. В тот ноябрь было плюс 16. И было очень жарко, и мы вообще приехали такие, вау, что вообще происходит? Солнце, теплота и красота кругом, и вот эта невероятная архитектура. Вас встретил приятно. И очень, да. теплом, любовью. Да. Падает. Этой мелкой мразью. Мелкая мразь, да? Жижица. Моя любимая родная жижица. Хорошо, значит, это были твои первые впечатления. Был ли какой-то период времени, через который у тебя немножко спала вот эта ванильная пелена с глаз, и стали замечаться небольшие какие-то бытовые или ежедневные минусы, потребности, подробности, которые уже не настолько тебя сильно окрыляли? Вот до сих пор нет. То есть я не знаю, я сама по себе такой оптимистичный человек, и мне все нравится. Я сейчас живу, кайфую. Это плохое слово. Я сейчас наслаждаюсь, да. А как у тебя с английским? Вот с английским все не очень хорошо. Да. То есть минимальный уровень там в магазине пообщаться есть. Там с соседями примерно чуть-чуть общаемся, но вот... А есть мысли это как-то менять? Да, конечно, да. Сейчас ограничено время, у меня маленький ребенок, он ходит в садик, только у нас 3 часа в садике, поэтому достаточно сложно это все комбинировать, но вот в следующем году начнется школа, и надеюсь, что-то изменится. Я так понимаю, что вы сразу как-то попали в русскоязычную диаспору. Поэтому это объясняет, что за 2 практически года у тебя все равно не возникает дискомфорта от уровня английского. Ой, я знаю столько людей, которые переехали сюда и живут 10 лет, и даже не потрудились выучить английский за пределы похода в магазин. Потому что им не надо. Вот они вот свои диаспоре. Нету какой-то мотивации, нету какого-то стимула. То есть...
Ведь это же для личного комфорта. Я просто расскажу маленькую, краткую историю. До Лондона я жила некоторое время в Барселоне. И я туда отправилась, чтобы учить испанский. И так получилось, что все мои друзья и коллеги, с которыми я работала, они сразу переходили на английский, а все остальные местные жители говорили на каталонском. И я с нулевым испанским приехала и с нулевым уехала. Но, тем не менее, меня это так сильно напрягало, потому что мне хотелось вставить свои 5 копеек в разные там высказывания. Кто-то говорит что-то на улице, в магазине, в транспорте. Я ничего не могу спросить. Полностью ощущение себя как туриста, постоянного туриста. Получается, в Лондоне такого нет из-за огромного количества русскоговорящего населения. И, в принципе, здесь очень разнообразный контингент, очень много разных людей, и это как-то упрощает. То есть ты не чувствуешь себя белой вороной с тем уровнем английского, который у меня есть, потому что я тут не одинока. И на самом деле это достаточно даже хорошо, потому что нет этого барьера какого-то, да, что ты не можешь, боишься там заговорить или боишься там что-то сказать лишнее или не так сказать. Я, безусловно, поддерживаю. Я не сторонник того, что прожить 10 лет и не выучить язык. Это нет, конечно же, нет. Просто на данный момент у меня такая ситуация, но, конечно же, я буду и работу надо найти, а работу без английского никак. В какой сфере ты бы хотела развиваться? Вот это очень сложный вопрос, и я пока не могу ответить на него. А какая профессия у тебя была? Тоже IT. IT. Да, работала в IT. То есть хотела бы ты продолжать? Все-таки это неплохие деньги в Лондоне? Да, очень неплохие. Тебе девочки, не хватает только английского. Это... Или есть возможность как-то перестроить себя, как-то сказать, редискавер себя. Да, что-то новенькое, новые таланты. Я вот, например, по профессии юрист и финансист, но я работаю фотографом. Я по профессии тоже экономист и журналист. А в данное конкретное время я работаю учителем в госшколе в английской, причем учителю по, скажем так, труду, Трудовичка. Дизайн. Это называется fashion design. Окей. Да, я трудовик. Let's face this. Вот уж куда я не думала, что меня занесет. Да, я не исключаю возможности кардинальной смены какой-то. Пока еще, благо, позволяет обстоятельства, спасибо моему мужу. То есть есть возможность что-то поискать и выбрать для себя более подходящее. Ну, а скажи, что тебя шокировало в Лондоне? Вот прям такое, с чем ты не можешь смириться на данный момент. Вот все еще я не могу смириться. Это, конечно же, цены. Огромные цены на все. На жилье, на еду, то есть дороже все. Какие-то налоги, еще там этот консультаск надо платить, электроэнергия, отопление. Это все съедает огромную часть денег, да, бюджета, что прям все еще никак не укладывается в голове. Тоже если поход какой-то... Вот все вот эти вот рилсы в Инстаграме, да, когда там только человек переступает за порог, и тут же у него списываются деньги с карты, но это на самом деле так. То есть на транспорт, ты вот только выезжаешь в центр города, и даже уже одна поездка да, уже... общественный транспорт очень дорогой. Да, снимается. То есть если сравнить образ жизни, который вы вели... Вы жили в Минске. Да. А с тем, как вы проживаете, например, ваши выходные, каникулы всей семьей здесь, в Лондоне, то вам не удается поддерживать такой же образ жизни из-за я так не скажу. составляющей? Нет, я так не могу сказать, потому что... Наверное, жизнь с маленькими детьми, она все-таки немножко накладывает отпечаток. И сильно как в Минске мы не особо куда-то там могли позволить себе пойти из-за отсутствия возможности оставить с кем-то ребенка. И точно так же здесь. Здесь не поменялось. Да, здесь особо что-то не поменялось. То есть вечером вы не выходите куда-то только вдвоем с мужем, потому что не с кем оставить детей? Нету бабушек, дедушек? Нету бабушек, дедушек, да. И, я не считаю это проблемой. Просто сейчас такой этап жизни. И я думаю, что все скоро наладится и вернется в русло, которое без детей. Вот. Но когда
боже мой, когда есть маленькие дети, ну, это окей. Ну, кстати, о маленьких детях. Вы пошли в детский сад. Я уверена, что это огромный контраст с теми детскими садами и школами в странах бывшего СНГ и так далее. Да, Что у нас так получилось, что прокомментировать? старшая дочка ходила в садик еще в Беларуси, а младший пошел в садик здесь. И моя старшая всегда говорит, это несправедливо, это нечестно, почему Мирослав тут только на 3 часа ходит в садик, а я там и целый день, и спала, и вообще... Ну, ты была бы рада, если бы он на 33 ходил. Да. На самом деле, да, разница огромная, и разница в отношении, разница в рутине, да, то, что у них там в садике они делают. То есть здесь они больше играют, больше обучение все построено в игровой форме. То есть если в наших садиках, если мы учимся, значит, все там садятся за столики, там 20 минут учатся, потом играют. Здесь это все так очень скомбинировано и, ну, как... Ты бы сказала, лучше, хуже? Я не могу сказать, лучше или хуже. Это по-другому. Просто по-другому? Да, просто по-другому. То есть и там, и здесь есть свои плюсы, есть свои минусы, наверное, но меня все устраивает. Единственное, конечно, можно было бы на подольше, да, чтобы ребенок оставался в садике, но пока так. А как насчет жилья? Вот по переезду вы сначала переехали, потом искали, или вы искали заранее? И какие были трудности? Потому что я сейчас знаю, что очень много проблем. Не хотят сдавать иностранцам, что нужно платить заранее за какой-то период. Да, у нас была такая же ситуация. Мы на месяц нашли жилье на Airbnb, нашли там на далекой окраине города, чтобы это было не очень дорого. И уже потом ездили здесь, искали на жилье на постоянное. И нам, я считаю, невероятно повезло с тем, что мы нашли такую квартиру. Она и теплая, и светлая, и со всеми удобствами, так сказать. Нет, то есть с мебелью. Да, да. У меня тоже нет плесени. И с хорошей встроенной мебелью. Да. Главное, много шкафов. В расстроенных, когда домах, то там нет плесени. Но самое престижное это иметь старинный дом со остатками плесени времен Конан Дойля. Если бы у нас сейчас были деньги, я думаю, что мы бы дом не покупали. Мы бы все равно переехали в квартиру. То есть мы пока что еще не прониклись вот этой вот английским вот это интересный мечтой. Момент, потому что это же действительно тоже вот часть культуры, ассимиляции, потому что очень часто выходцы из наших стран, мы все квартиролюбы. Да, и все квартиры покупают в основном профессионалы, которые здесь временно, или на сдачу, или иностранцы. Очень большая азиатская диаспора, например, в новостройках, я даже знаю, вот в нашей, большая часть выкуплена китайцами. Да. Вот. А англичане, они предпочитают мне сначала хотелось дом с садом. Ну, я не против дома. Имеет огромные минусы. Если бы этот дом был сухой, если бы никогда сухим. Можешь забыть с первого требования. Если бы он там не требовал постоянной починки крыши, там утепления стен. Да, тебе нужно еще разрешение спросить, чтобы чинить, а не просто прийти. Как мой бойфренд говорит, нет, это слишком. Что дом это постоянная работа, у тебя всегда там будет что делать. Зато не скучно. Не так не скучно. Не жалуемся на скуку. Да, про садик еще. Самое, что меня... В принципе, это не только садика касается, но и в целом, это, конечно, очереди. Очередь в кафе, очередь... Ну, вот просто вот люди там стоят, куда-то зайти. Стоят, а ты чувствуешь, что тебе нужно присоединиться. Очередь на автобус ты не видела? Очередь на автобус вообще, что я первый раз, когда была в очереди на автобусе, потому что ты что, в Питере в маршрутку не садилась? Нет, не садилась. Это прям такие гладиаторские бои. Здесь прям нужно продавливать, как в Японии, когда там есть должность проталкивателя. Я первый раз, когда увидела эту очередь в автобус, я подумала, что там все стоят? Вот дверь же открылась и пошла. Меня такими английскими матюгами обругали. Да. Что она сразу весь английский выучила. Да. Вот, и просто, и чтобы забрать ребенка из детского садика, родители тоже стоят в очереди. Да. Вот это вот. Но, между прочим, мне кажется, психологически это очень хорошо на человека действует. Он становится гораздо более спокойным, размеренным. Да, потому что когда ко мне
первое время, первые года приезжали родственники, и они в метро так же бегали, как они обычно бегают у себя. Я такая, боже, мне стыдно. Идите от меня, я не с вами, потому что зачем расталкивать всех, что вот другой поезд не придет, следующий. Сохраните 3 секунды. Я даже когда опаздываю, я могу побежать, но я не буду никого заталкивать, выталкивать и так далее. Да, есть такое. Но все-таки школы, помимо плюсов, я соглашусь с тобой, что вот мне тоже очень близко то отношение к детям, которое здесь пропагандируется, особенно в хороших школах. И действительно, школы нужно выбирать с умом, потому что можно познакомиться с обратной стороной, скажем так, этой медали. Но есть же и минусы, потому что мы все знаем... Ты хоть раз была уже на школьном собрании с учителем? Нет. Ходил муж у нас, но что не так, они наоборот. Они настолько боятся обидеть, и это прекрасно, что, по сути, никакой объективной информации об успеваемости твоего ребенка ты от учителя не получишь. Вот я бы, Лиза например, не даст мне соврать. Да, у нас постоянно эти собрания, и постоянно говорят, Мальвина, здесь хорошо, тут хорошо, там хорошо. Я бы предпочла, если бы мне сказали, Мальвина по математике хорошо, а географию она не знает. Подтяните. Или как-то хотя бы завуалированно, но намекнуть. Ну, в нашей школе... Потому что все равно тет-а-тет происходит. Да, тет-а-тет, и еще в присутствии ребенка. Но, во-первых, мне кажется, это прекрасно, что это тет-а-тет. Это не обсуждение. У нас ребенок еще тоже присутствует при этом. И у нас учитель говорила, что ну вот тут вот можно подтянуть, то есть там можно позаниматься дома. То есть она не говорила, что тут вот плохо, но вот она говорит, тут можете позаниматься дома вот с этим вот. Там, здесь все хорошо, там типа выше ожидаемого уровня. То есть, ну, мне кажется, это просто надо... Не знаю, я, может, себя так успокаиваю, конечно, но просто надо научиться понимать их язык, что хорошо, что это как бы может быть не очень дома, хорошо. Это уже такой колокол. Заниматься дома. А сфига я должна заниматься дома с ребенком, если для этого отдаю его в школу? Вы занимаетесь. Ну, не надо тебе заниматься, ребенку надо заниматься. На самом деле у меня ответственная очень девочка, она занимается сама, поэтому... И, кстати, хорошо же, что в школах, в принципе, не пропагандируют то, что родители действительно должны делать все задания. У меня моя невестка и все, кто ходит в наших странах в школы, они целыми днями мамы проделывают домашние задания, какие-то подделки. То есть это соревнование, какой родитель сделал лучше, а не ребенок. Абсолютно. Мне кажется, так. А это еще, вот я помню, как в нашем детстве, там, спишешь сначала на черновик, родители проверяют, потом на чистовик, чтобы, не дай бог, там учитель никакую ошибку не нашел. И... Так, давай вернемся к Лондону. Да. Что тебя здесь больше всего раздражает? Вот, по-моему, меня раздражает больше всего, ну, про НЧС мы потом поговорим. Меня раздражает то, что по воскресеньям магазины все закрыты рано, и ты захочешь огурец, а все. Огурец. Да. Да, кстати, про магазины это действительно правда. И для меня первое время это было как-то... Что? Почему? Не по-божески. Да, но при этом все равно, мне кажется, у нас на районе... то есть крупные магазины, да, они закрываются рано, но локал до 10 вечера, даже в воскресенье работают, может, до 9, наверное. Работают, но иногда там огурцов не найти уже. Но ты перед эфиром нам тут по секретику рассказала, что огромное количество утвари и товаров ты до сих пор высылаешь посылками. Кстати, да. Да, вот что касается косметики, ну, это скорее, знаете, просто мне... Неужели в Лондоне нельзя найти косметику, Вика? Наверняка можно, но это как-то вот такой кусочек дома, который... Кусочек такой вот... ностальгии, которую ты пытаешься припорошить. Скорее даже, чтобы, ну, не все так прям резко, чтобы поменять. У меня кусочек дома вот... это семечки. Семечки? Ты что, их высылаешь тоже посылками? Ну, я люблю, да. Именно определенные питерские семечки. Вот так вот. Так, мне нужно срочно что-то такое же придумать. А у тебя косметика? Да, у меня вот, ну вот есть у меня любимая моя фирма, и вот мне она очень нравится. И здесь она не продается? Или продается дорого? Нет, здесь нету, я совсем нет. Вот. И вот мне нравится соотношение цена-качество, и когда все равно родители собирают посылочку, это так приятно получать. И дети рады. Доходят из Беларуси посылочки? Да, все, что... Фу-фу-фу.
Нет, у нас за месяц все подоходило. Опять же, тут, конечно, чтобы не сглазить, но вообще нареканий нет. Просто я недавно открытку посылала. Она шла 2 месяца. Вот, возможно, если маленькое что-то, то... Как будто ее через шредер. Шредер называется? Да. По-русски. Да, вот это, который... Да. Через решето. Месиво какое-то прошла. За такую жизнь она прожила. Это открытка потрясающе. Такой путь прошла. Вик, ты рассказала нам, что ты переехала вот буквально 2 года назад. Вы везли с собой контейнер или как это все? Нет. Знаешь, вспомнилось. Праздник к нам приходит. Вот этот. Да, большой. Нет, мы приехали сюда только с 2 чемоданами. Уже что-то необходимое докупали здесь. То есть ваша жизнь поместилась в 2 чемодана? По сути, да. На 4? Да, на 4. По полчемодана. Да. Но опять же, а как же твоя косметика? Посылочки. Домой. Нет, вот за 2 года мы были 1 раз вот только этим летом. Первый раз поехали. Ты сказала домой, а вот ты слово «дом» применяешь уже относительно Лондона или нет? Вот сложный вопрос, потому что когда я пыталась сказать, что вот мы вернулись домой из дома, то есть как бы дом уже и там, и да. То есть, а дети? Что они? Дети скорее тут дом, у них уже тут, потому что... У них есть друзья? Да, есть друзья, и в основном друзья русскоязычные все равно. То есть в школе они общаются, конечно, со всеми, но то, что мы по выходным встречаемся с русскоязычными нашей комьюнити, и, соответственно, у детей русскоязычные друзья. Когда я переезжала, здесь не было Facebook-групп, и, по-моему, вообще Facebook не существовал. Вообще его не было. И я искала мой круг общения складывался из тех людей русскоговорящих, которые приезжали из постсоветских стран, именно учить английский, если я кого-то встречала или слышала в параллельном классе. Вот так вот мы как-то начали сдруживаться. Вот. А когда ты переезжала, уже, я знаю, очень сильно развит наша комьюнити. Болотце такое. Прям зависть. Плюхайся. То есть, в принципе, ты считаешь, что это помогло ассимиляции и вот прям... Очень сильно. Конечно. Очень вот эта вот дружеская атмосфера. Всегда все помогают. Да, если какие-то вопросы, там вот непонятки какие-то, сразу у меня есть кому задать этот вопрос, мне всегда ответят. Или это вот те люди, которые... Ну вот нет, на самом деле на Фейсбуке я как-то не особо сижу. У нас есть группа WhatsApp, группа мамочек. А как ты туда попала? Вот. Первое вот на мое общение, в основном, конечно, все знакомство у меня произошло через школу. В нашей школе были русскоязычные дети, и, соответственно, я начала знакомиться с их родителями, с русскоязычными, но и тоже у нас на районе, на самом деле, много тоже русскоязычных и мам, и всех, и я просто, слышу русскую речь, и я, там, здравствуйте, вот я недавно переехала, а вы откуда, давайте знакомиться. Женщина, отойди! Возможно, вот из-за вот этого шока вот такой, что, и мне вот никто так вот не говорил, но, то есть было все хорошо. Ну да, тебе сложно отказать. Спасибо. Вика, а вот ты заметила, что Лондон, кстати, сейчас вышел новый список, один из топовых, в первой тройке, по-моему, самых дорогих. Не на 2-м месяце. Он оттуда никогда не вылезал, не спускался никуда. Вот. Дальше и он 2-го, город не для семейного, как ты сказала, бюджета. Да. Напрягает ли это вас как-то, вашу семью? Как вы распределяете траты между вот этими базовыми, давай назовем, консультакт вот этот сраный, и тем, что хочется на уикенд куда-то поехать, но это, например, вот на нашу семью, я знаю, мы не меньше 500 тратим, чтобы поехать, что-то посмотреть, билеты, покушать и вернуться. Да, и это не холоде, это там... Это ты просто в соседнюю деревню. Не до Канарских островов. Да. Мы все-таки стараемся как-то не ограничивать себя, потому что, опять же, мы только 2 года здесь на рабочей визе, то есть сейчас такая нестабильная ситуация, что, возможно, через год мы будем где-то в другой стране, и ловим момент, так сказать, то есть ездили и на Стоунхендж, съездили и в Шотландию, съездили и на море, то есть мы... Не лимитируйте себя в желании. Да, мы себя стараемся сильно не ограничивать, то есть чтобы нету такого, что нет, это слишком дорого, мы туда не поедем. То есть
Нету такого, что мы там экономим на еде, и нету такого, что мы экономим на каких-то впечатлениях на своих поездках, потому что... То есть у вас все равно сидит в голове, что, возможно, там через год-другой вы уже переедете в другое место? Ну, не то, чтобы это сидит в голове. Мы, конечно, хотели бы остаться, но понимая, что сейчас вообще происходит и в IT-сфере, то есть часто сокращения бывают, и, в принципе, мир меняется, ну, как бы не исключаем такой возможности, что вдруг что-то придется переезжать. Вдруг это что-то, например, все-таки происходит? Какие твои действия? Ох, ну... Например, тебе вся семья объявляет с завтрашнего дня: Вика, мама Вика, все зависит от тебя. И мы все хотим быть в Лондоне. Вот дети уже привыкли, надо что-то делать. Пойду работать в магазин какой-нибудь, где нужно по минимуму английского и подтягивать английский. Да, что делать? На кассу. Пик, пакетик нужен? Ну, они, кстати, про пакетик даже не спрашивают иногда. Ай-яй-яй. Вообще. Ужас. Совсем не заботятся о экологии. Чтобы практиковать английский и быстрее погрузиться в среду, можно уже сейчас волонтерить в charity-магазинах. Было бы только на это время, да. А там можно и по часу. Главное, что ты сразу войдешь вот именно в рутину вот этих смолтоков, которые необходимы. Да, спасибо за совет хороший. Программа же волонтерства не предусматривает фулл-тайм работу. Ты приходишь, говоришь, у меня вот эти 1,5 часа свободны. Да. А завтра у меня их нет, или настроения у меня нет. Тебя никто не арестует за это. Ну, кстати, если же мы заговорили про путешествия и так далее. Очень строго в Англии с пропусками школы. Как в Минске, я уверена, не напишешь записку, что болела голова, мы уехали на 3 недели. А цены во время школьного сезона очень тройные. Да, то есть такая проблема, соглашусь. Но, тем не менее, она тоже решается. В нашей школе достаточно лояльно относятся к минимальным пропускам. Это, наверное, потому что у нее дети еще маленькие, они не ходят. Во-первых, да, это в primary school. В primary school нету таких прям строгих правил. И плюс в течение года, опять же, тфу-тфу-тфу, мои дети не пропускают. То есть как-то у нас так получается, если поболеть... только на каникулы. Да, все поездки у нас, это, если большие, это только на каникулы, но у нас мы можем там взять 2 дня в начале каникул, 2 дня в конце каникул, и нам школа не ругается на нас за это. Ну, со школы повезло тоже, значит. Сейчас вот, как мы уже обсуждали, большая иммиграция русскоговорящего населения в Лондон. Как ты думаешь, это из-за престижа больше или как вариант свалить из своей страны? Мне кажется, сейчас такая ситуация в мире, что куда есть возможность, туда и люди едут. Но все выбирают дорогой Лондон. Не могу сказать за всех, но, опять же, судя по себе, то есть когда есть выбор между чем-то и Лондоном... А какой у вас выбор был? Да, может, там что-то потеплее. Нет, это была Германия, по-моему, Нидерланды, если... Ну, это все Европа, да, Сербия, конечно же. И вот появилась Англия. Да, Сербия. Недавно прочитала, что кто-то побыл в Сербии и сказал: я понял, как на самом деле мало у нас курят, потому что в Сербии очень много, все кругом курят, и это дискомфорт. Ну, кстати, один из плюсов Англии мне нравится, что здесь нельзя курить в общественных местах. Ну, все равно тут по улице можно встретить кого-то. Можно, но в ресторан ты не как в Париже заходишь, и на тебя... Да. То есть и в пабы там с детьми можно зайти, там в пабах детское меню есть. Все зависит от района. Мы с вами выбрали очень правильный район, который является оазисом центрального Лондона, а так-то, по сути... С неправильно выбранного района вытекают и все остальные запахи. Там будут курить не сигареты, просыпаться под запах марихуаны и засыпать. У меня половина задницы в оазисе, а половина, извините. Это как у меня сегодня. У меня верхняя часть моего костюма уже зимует. А нижняя осталась в Хэллоуине. Вот, кстати, мы на прошлых выходных тоже ездили просто посмотреть в соседний район, как там что. И мы ехали с пересадкой. И я не запомнила название этого района, но это был ужас. То есть насколько контрасты между районами.
Исхэм. Нет, что-то это здесь недалеко было у нас. Там Флоренс Роуд было и... Так, хорошо. При прочих всех обстоятельствах, например, если ты уже знаешь все, что ты знаешь о Лондоне и о образе жизни, о всех там тратах, минусах, плюсах и так далее, сейчас ты бы сделала тот же самый выбор? Конечно, да, однозначно. Точно, прям 100%. Я очень люблю Лондон. У меня все еще с ним такие романтические отношения, как Лиза говорит, что еще до сих пор не закончились. Я подозреваю, что, скорее всего, просто еще я с чем-то не столкнулась, с какими-то трудностями меня ждут еще впереди, но до сих пор мне все очень нравится, и я очень рада и счастлива, что мы тут. Я люблю Лондон, но, тем не менее, я не в таких розовых очках, как ты. Ну, да, возможно, время все расставит по местам. И принимая минусы тоже. Человека, как он есть. Ну, то есть это безусловная любовь. Да. Привет, красотки! Я Лешмикер Аридона. Если вам нравятся мои реснички, и вы еще не готовы к праздничному периоду, приходите ко мне. И с промокодом «Лондонские сплетни» вам 25% скидка. Жду вас всех. Хорошо, у нас к тебе небольшая игра. Сторожил против свежачка. Мы тебе скажем несколько таких фраз, и ты нам обрисуешь свой путь действия в той или иной ситуации. И мы тогда почувствуем процент твоего сторожильства, как он у тебя уже возникает или нет. За те 2 года, которые ты здесь, покупал ли ты зонт, который сломался через 10 минут? Нет. Правда? У тебя не было такого, что вот это вот сметает тебя вместе с зонтом? У нас все зонты из Беларуси, они все еще живут. Я вообще зонты с собой не нашла, смысл. Да, если ветер, то лучше капюшон надеть и все. Да. Становишься ли ты в очередь, если ее видишь, но не знаешь, зачем она? Нет. Нет, категорически нет. И я, простите, вставлю немножко свои 5 копеек. Это вот очередь и вот планирование вот за год вперед. Я вот этого еще тоже не могу понять и принять. Как можно покупать билет даже через полгода в какой-то театр, когда... Что будешь делать через полгода, еще не знаешь. Но здесь принято так. Это еще минималочка. Мы купили билеты уже на следующий Крисмас. О, ужас. Так все каникулы британцы, они и круизы на 3 года вперед выкупают. Вот дешевле. Возможно, что это дешевле, но мне это пока не понять. Итак, начал ли ты извиняться перед всеми подряд? Это же самое важное, даже если это не твоя вина, и даже когда ты еще не успел там наступить кому-то на ногу. Да. Это вот сколько точно, раз да. ты говоришь sorry? Не знаю, мне кажется, тут столько людей ходит по улице, что а улочки бывают часто узенькие, то ты раз в 10 только за час можешь сказать sorry, когда ты идешь по улице и с кем-то, чтобы разминуться. Да, это очень много, очень часто. Ты уже полюбила английский завтрак или до сих пор не понимаешь фасоль по утрам? И для меня было большим удивлением, что это английский завтрак, потому что я его любила еще до Лондона. Для меня это было так вкусно. Бекон, фасоль, вот это вот греночка. Английский завтрак. Для меня это был какой-то как отельный завтрак. То есть это как ассоциация с отдыхом каким-то. И тут оказывается, что это традиционный английский завтрак. И вау! Звезды сошлись. Это мое любимое. Хорошо. Когда-нибудь ты сказала кому-то welcome to London после того, как дождь испортил их день? Ты саркастично. Вот нет, кстати, нет. И по поводу дождя, я не знаю, но как-то... или просто, как здесь нужно обязательно обсудить погоду с незнакомцем, пока ты там... Да, вот пока мы стоим в очереди в садик. В очереди в садике, это всегда как холодно, как жарко, как ветрено. Тему погоды на английском ты уже выучила. Тему погоды на английском я уже выучила, да. Да, спасибо. Но для меня это было тоже открытием и удивлением, что я ожидала здесь больше дождей и больше туманов, но на самом деле здесь намного больше солнечных дней, чем у нас в Беларуси. Поэтому для меня это радость. Последний вопрос.
Ездила ли ты когда-нибудь на верхнем этаже автобуса только чтобы посмотреть красивый вид? А как же? Первое время только этим и занималась. Я так до сих пор делаю. Да. Меня на самом деле очень сильно укачивает в автобусах. Они еще так достаточно резко едут. И если я еду на втором этаже, то это только первое сиденье, потому что иначе все плохо. Ты сгоняешь оттуда детей, да, чтобы они... Не-не-не, никого не сгоняю, но очень здесь часто любят посадить рядом сумочку, то сумочку я сгоняю чью-то. То есть, кто-то сидит и рядом ставит свой рюкзак, и я говорю, excuse me, типа, можно я туда сяду, и я сажусь на эту сумочку. И напоследок, вот зная все, что уже ты знаешь о Лондоне, твои 2 года, если бы вернуться назад перед переездом, какой бы ты сама себе дала совет перед переездом в Лондон? Такой, типа, Вика, вот это надо делать, а вот это нет. Вика, выложи косметику с чемодана. Она здесь тебе не нужна, здесь никто не красится. Хороший вопрос. Наверное, заранее учить английский. Хотя, не знаю, я учила английский, но мне это не помогло. Еще больше, еще усиленнее. Еще усиленнее надо заранее учить английский. Не знаю, не могу ответить. Спасибо. Спасибо, что поделилась своими впечатлениями, своими эмоциями, своей красивой, прекрасной улыбкой. Вы тоже делитесь своими комментариями, рассказывайте, сторожил вы или свежачок. Может, кто-то тоже пробежал на Олимпиаду и до сих пор бежит. Или еще от кого-то бежит, от миграционных служб, там, к примеру. Спасибо, Вике. У нас была очень радостная, радужная беседа. Под Новый год. Спасибо. Мы ее перебивали. Мы действительно ее перебивали, что Да я нет, не заметила. Там очень все сладко, весело. Ну, видишь, она живет еще Воздушно. 2 года всего. Единорожки. Хотя у меня вот за 20 лет тоже все еще единорожки. В каком месте?